На площади Сан-Рафаэль в старой части портового города Виль-Мар дети играли у фонтана, торговцы предлагали еду, и в воздухе витал запах карамели. На дальней скамейке в тени дерева сидел Мартин Ортега, влиятельный бизнесмен, чья дочь Лара уже год не могла ходить после аварии. Она держала в руках потрепанного медвежонка, а сам Мартин бессмысленно глядел на экран телефона. Вдруг перед ними появился босоногий мальчик лет 8, с глазами слишком взрослыми для его возраста. Он не просил ни монет, ни еды. Он просто произнес: «Сеньор, я могу помочь вашей дочери снова ходить». Мартин хотел отмахнуться. Он прошел лучших врачей в 3 странах, слышал десятки «невозможно». Но дочь, Лара, посмотрела на мальчика с живой искрой в глазах. И впервые за долгое время Мартин увидел в ней не покорность, а надежду. Мальчика звали Ноэль. Он сказал, что ему не нужны дипломы, только возможность попытаться. Сначала Лара должна вспомнить, как ходить, не телом, а душой. Он устроил странный круг из веток, дал ей черный камешек и попросил закрыть глаза, представить ветер, траву под ногами и поверить. Произошло нечто необъяснимое. Лара заплакала, но не от боли, от ощущения, что ноги ответили. Она почувствовала, пусть на мгновение, движение. Мартин не верил в чудеса, но видел, что глаза дочери ожили. Он позволил Ноэлю продолжить на следующий день. Так началась их работа в особняке Ортеги. Без дорогих тренажеров, с досками, веревками, верой. Домработники шептались: «Этот мальчик опасен». Но Мартин не слушал. Он впервые видел, как дочь смеется. Постепенно он начал копать прошлое мальчика. Неожиданно всплыло имя — Ноэль Ардана. Тот самый ребенок, родители которого погибли в аварии 3 года назад из-за грузовика компании Мартина. Тогда дело замяли. А ребенок выжил. Один, без защиты. И теперь он тот, кто помогает его дочери. Ноэль жил с бывшим врачом, отшельником Рамиро Бусто. Там он заново учился жить. Без обиды, без мести, просто с верой. И теперь возвращал эту веру другим. В особняке началась настоящая борьба с предрассудками, с обществом, с болью. Лара сделала первые движения, потом встала сама. На секунду, потом дольше. Все наблюдали это в тишине. Даже самый скептичный доктор признал — это необъяснимо, но работает. Через месяц Мартин предложил Ноэлю остаться. Сначала как помощник, потом как часть семьи. На последней странице истории был юридический документ об усыновлении. Теперь Ноэль Ардана не просто спаситель, а сын Мартина. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.